Всем привет! Мы на канале Aquajohnny. И как я вам обещал, мы поговорим о разведении голубого неона. Эта рыбка пользуется, наверное, самой большей популярностью во всем мире, на всем земном шаре. Итак, с чего начинаем? Начинаем с выбора производителей. Идем на рынок, покупаем небольших подростков. Ихняя цена незначительная. Затем привозим домой и начинаем интенсивно кормить живыми кормами. Содержать их необходимо при температуре от 20 до 24-25 градусов. Выше не рекомендуется, так как при повышенных температурах у них происходит быстрый обмен веществ, повышенный метаболизм. Следовательно, они могут быстрее развиваться, быстрее стареть и быстрее умирать. И притом ни в одной литературе я читал, что при высоких температурах самки становятся нерепродуктивными. Итак, с чего начинаем? Затем, первое, это мы уже поговорили, это наши рыбки, которых мы выбираем уже не крупных производителей, а мальков. Затем вода. Воду мы набираем с фильтра обратный осмос. Вот он, мембрана обратного осмоса. Можно использовать дождевую воду кипяченую, можно использовать дистиллированную, которую используют в аккумуляторах. Затем мы ставим аэрацию, прокачиваем воду воздухом, хотя бы на ночь, можно и больше. Затем вода у нас насытилась кислородом, и мы уже можем на следующее утро, в принципе, разливать по нашим нерестовикам. Какие же требования необходимы к воде? Вода должна быть жесткостью не более общей 2, а карбонатка в пределах 0. Кислотность у нас получается в кране 7, я ее оставляю. Можно подкислять ольховыми шишками или другими средствами. Это будет, наверное, плюсик, будет не так распространяться грибок. И вот наши нерестовички. На дно мы кладем сетку, чтобы наши производители не поели наших икринок. Она будет защищать попадание производителей к нашим икринкам. Сетка должна заходить плотно, таким образом, чтобы рыба никаким образом не проскочила вниз. Вот видим мы, что зазорчик, там будет икра, а сверху будут наши производители. Температура воды в нерестовиках должна быть 24 градуса, 23-24. Вот такое. Если выше, они просто могут не отнереститься. Или икра просто пропадет. Итак, начинаем отлавливать наших производителей. Забросили по одному самцу. Вот так вот это выглядит. Вот наши ребята уже готовы к нересту. Еще что могу сказать по нерестовикам. Нерестовики у нас небольшие, не надо огромных банок. Можно буквально 2-литровые баночки. Размеры, высота, ширина 15-15, в длину сантиметров 25. В принципе, таких будет достаточно. Ну и затем вылавливаем остальных рыбок, чтобы наши самцы не скучали. Самочки, как мы можем заметить, уже более крупненькие, они пузатенькие. Тем они отличаются. Нереститься уже начинают рыбки. Через 3-4 месяца уже можно получить первый нерест. Может, немножко больше.
Вот мы отобрали наших производителей. Цикл нереста у нас составляет 6-7 дней. Вот самочка видно даже сверху толстенькая с икрой, самец худенький. Вот видно даже. Сверху не видно полос. У самца, у самки видно. Ну и забрасываем в место, где будет наша температура 23-24 градуса. И ставим их таким образом, чтобы мы не мешали. Я ставлю нерестовики сверху шифонера. Никто им не мешает, они не стрессуют. И уже на рассвете завтрашнего дня наши производители, надеюсь, будут радовать уже нерестами. И мы можем уже увидеть икринки. Вот видно, что самочка толстенькая вот сверху, самец худенький. Желательно еще не кормить производителей перед нерестом. То есть, если мы с утра будем высаживать неончиков на нерест, то уже вечером, в обед, вечером их уже не надо кормить. Производителей обязательно кормим живой пищей, то есть науплями артемии живыми, можно заморозкой, только такой циклопом, если вы моете циклопом, замороженным циклопом можно. Одним словом, родители должны получать максимум энергии для нереста, так как нересты происходят часто раз в неделю. Им необходимо пополнять эту энергию, чтобы у самцов молозиво, а у самок икринки возобновлялись и были у нас хорошие оплодотворенные икринки. Икра в жесткой, в обычной воде у нас просто-напросто не оплодотворится. Для этого, конечно, мы используем осмотическую водичку или дистиллированную. Итак, на следующее утро уже можно наблюдать, как будет нерест. Выключаем свет, и уже они, когда первые лучики солнца вот так появляются, они уже начинают проявлять друг другу интерес. Если с утра подойти к ним, то можно заметить, как самцы преследуют самок, тем самым выбивают самок икринки. Какие-то икринки, конечно, не провалятся, и родители слопают. Но большинство икринок мы спасли с помощью сеточки. В природе, конечно же, внизу растения. Вот мы можем наблюдать, как самец преследует самку и вот такими движениями выбивает икру и производит оплодотворение. Нерест длится примерно час-полтора. Ну и, конечно, заметить нерест можно даже в общем аквариуме, если вы содержите неончиков в общем аквариуме. Неважно, жесткая вода или мягкая. Неончики все равно при подменах воды начинают вот так вот заигрывать друг к другу. И это нерест, вы можете даже не обратить внимания. Но это как раз происходит нерест. При этом нересте самец выбивает самки икринки. И можно наблюдать на дне уже, если оплодотворенные, вот такие прозрачные икриночки. Неоплодотворенная икра со временем побелеет, помутнеет, и на ней образуется грибок. Вот видим, какие икринки красивые. Нерест может произойти не сразу у всех. Это если уже вы поставили всю рыбку в цикл, то есть уже не первый, не второй нерест, у вас 10 нерестовичков,
Вначале рыбки могут нереститься. Вначале в первый день 1-2 пары, во второй там 5 пар, и в третий еще сколько-то пар. Какие-то могут не отнереститься. Через неделю мы снова высаживаем на нерест эти же пары. Держим в нерестовиках не более 3 дней. Допустим, в первой отнерестились, во второй отнерестились, в третьей какие-то не отнерестились. Мы сбрасываем, разделяем снова самок-самцов и обратно через 6 дней сажаем их в общий нерестовик. В один нерестовик я решил добавить метилен синий, но это не обязательно, обычно я его не добавляю. Я просто-напросто сливаю икру после нереста в аквариум больших размеров, но с невысоким столбом воды, с невысоким уровнем воды. И чтобы в этом аквариуме обязательно был аэрлифтный фильтр. Вот можем наблюдать. Вот этот аэрлифтный фильтр уже запущен. А запущен это означает то, что он уже работал не один день и не одну неделю. Обычно я ставлю этот фильтрик в рабочий аквариум, и он набирает в себя бактерии. Эти бактерии справляются с тем, что вода имеет хорошее качество для того, чтобы наша икра созревала и не белела. Вот видим, здесь много икры пропало, побелела. А здесь уже та икра, которая была отметана в первый день, уже здесь появилась личинка. И она обычно пытается найти места затененные. Вот я ставлю аэрлифтный фильтр возле такого большого аэрлифта. Он постоит пару дней, запустится, бывает даже больше неделька, и сюда я его уже кладу. И все, и наши личинки уже через 3-4 дня, когда начнут плавать горизонтально, а не висеть гроздями и не дергаться, их уже можно начинать кормить. Кормить необходимо первые дни. Это инфузорией. Я кормлю инфузорией. Многие поднимают, даже лучше поднимать коловраткой. Есть много в интернете. Затем уже вот колодится слева артемия. И рыбки уже через 3 недели приобретают окрас взрослых рыбок. И их уже можно постепенно переводить на нашу жесткую водопроводную воду. Всем спасибо за просмотр. Подпишись, лайк поставь на канал Аква Джонни. Всем пока.